Всем привет! Вы на канале Мужское хобби. И сегодня я расскажу вам о простой вакуумной фильтровалке для ваших настоек. Я, если честно, не думал снимать особо это видео, потому что думал, что все уже об этом знают. Но, как оказалось, мои несколько знакомых, когда увидели эту штуку, очень сильно удивились. Поэтому я решил, что, может быть, кому-то будет полезно, кто-то еще не видел. Фильтровать некоторые настойки очень сложно. Вот эта вот хреновуха, она, видите, мутная. Ну, не то, что прям сильно, но слегка мутная. И на простом вот этом вот обычном ватном диске отфильтровать ее редко получается хорошо. Можно подождать, когда она осядет, и снять с осадка аккуратно. А можно воспользоваться простой вот этой системой, сделанной из обычной вакуумной крышки. Ну, вы знаете эти вакуумные крышки, я думаю, у меня и в видео они были, и уже их как бы не жалко, в комплекте их много. Да и последний раз я брал эти крышки, они были не оригинальные, там что-то рублей 160 что ли за комплект стоило, то есть вообще не жалко. Все делается очень просто. Покупаете капельницу в аптеке и шприц. Здесь вообще вот, то есть прям абсолютно по ленивому, без заморочек было все сделано. То есть нагрелось шило, проплавилась дырочка и заклеено термопистолетом сверху. Капельница отрезана, одета на шприц, который я отрезал. Такой шприц. Эту часть не выкидывайте. Такая маленькая удобная штука из нее получается. Вот, соответственно, набиваете ватой и оставляете вот эту вот штучку, как он называется, краник, перекрываете, я не знаю, на капельницу. С ней удобней. Ну а дальше вообще абсолютно все просто, то есть вы опускаете этот фильтрик в настойку вашу, перекрываете вот этот кранчик, берете банку, ставите крышку, насосик. И дальше, когда уже вы чуть-чуть воздух откачали оттуда, можете открыть этот кранчик. И вот у нас пошла фильтрация. То есть побежала струйка. Это не очень уж и быстро происходит, но практически без мучений позволяет отфильтровать достаточно чисто. Вот так это будет бежать. Не пугайтесь, что шланжик этой капельницы, он так вот сплющивается немножко от давления. Все равно все будет проходить. Если вам нужно, чтобы это качало побольше, возьмите, можете взять толстый силиконовый шланг, приспособить там под какой-то большой шприц. Ну, мне, как правило, хватает, то есть я не заморачиваюсь настолько, но и редко бывают такие нефильтруемые настойки. Поэтому я никуда не спешу, поставил, она фильтруется. Иногда чуть-чуть подкачиваем. Очень удобно делать эту вещь, когда у вас какая-то мелкая взвесь есть. То есть травы различные, когда на травах делаете настойки. Имбирь сушеный тоже так же вот тяжко проходит. Ну и в общем-то результат, его уже видно по прозрачности. Я думаю, заметно. И по цвету, и по прозрачности. Сейчас остановлю, покажу вам, для чего вот эта штучка удобна, остаток от шприца. Вы можете, иногда осадок очень большой, и чтобы его не хватать с дна банки, можно ограничить этот фильтр, то есть разрезав просто этот шприц вот так повдоль. А потом вы его сюда одеваете, и получается вот так вот такая вещь, которую можно регулировать по высоте на объем вашего осадка, поставить и фильтровать
Или даже, наверное, больше правильно сказать, снимать с осадка. Поэтому, ну, дальше вам тут показывать не буду. Все просто и понятно в этом способе. Если видео было полезно, ставьте лайк. Пишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. Ну, на этом все. Дальше будет еще много чего интересного. Всем удачи!